Всем привет, друзья мои! Меня зовут Ростислав, и я живу в Таиланде. Когда я написал, что я переехал в Бангкок, больше года я жил в Паттайе, и сейчас я переехал в Бангкок по своим определенным причинам. Очень многие стали спрашивать у меня по поводу квартиры в Бангкоке, а именно сколько они тут стоят, как они тут выглядят и так далее. И вот, пожалуйста, мой маленький рум-тур. Сразу на входе в квартиру меня встречает кухня. Здесь моя грязная тряпка и чашка. Не смотрите. И здесь не было всяких там посуд, не было в целом ничего, потому что Бангкок не туристический город. И если в Паттайе очень много квартир, которые снимаются на краткосрочный контракт, то в Бангкоке в основном все годовые контракты. И, соответственно, здесь нет никаких вот этих вот чашек, вилок, ложек и так далее, поэтому придется все закупать самому. Ну, собственно, вот моя входная дверь, и сразу же здесь начинается маленькая кухня. В целом, мне этого достаточно. Я живу один. Единственное, что меня очень сильно смутило, это индукционная плита, с которой я никогда в жизни не работал, в плане того, что к ней нужно подбирать разные подходящую посуду. Тут есть стиральная машина. И, кстати говоря, найти квартиру с плитой и с посудомоечной машиной было очень-очень сложно, потому что я надеялся, что я буду там сам готовить, что я буду сам стирать и так далее. Собственно, это было бы гораздо проще для меня. Но найти такую квартиру действительно очень сложно. По крайней мере, в том бюджете, в котором я снимаю квартиру здесь. Кстати, я не знаю, правильно ли это называть кондо, или все-таки квартира, апартаменты, или как. Хрен его знает. Кто-нибудь знает отличие между кондо и апартаментами? Здесь, собственно, идут небольшие шкафчики, типа а-ля прихожей. Здесь можно хранить свою обувь. Кстати, такого я не видел еще ни в одной квартире в Паттайе так точно, потому что обычно в Паттайе все вот прямо вот здесь вот приходится все раскидывать, и это очень бесит. Все приблуды. Еще очень интересно, что мой замок, вот этот, можно открыть как с помощью карты, так с помощью ключа. У меня есть специальный экстренный ключ. Там еще можно войти по коду и по пальцу. Поехали дальше. Здесь, соответственно, вся эта часть очень легко и удобно закрывается. Ой. Вот так вот. Если вдруг я хочу громко попеть у себя здесь, или я буду готовить что-то сильно пахнущее, я могу закрыть дверь, и сюда все запахи не пройдут. Вот это, наверное, очень крутая штука, потому что здесь есть небольшой гардероб. Здесь хранятся мои трусишки. Не покажу. И вот, короче, как-то так. Единственное, что меня смутило, это то, что здесь нет никаких полок, и поэтому, например, здесь в шкафу мне приходится держать все вот так. От вещей, как вы видите, у меня не так много, потому что я только недавно начал жить один. Итак, ванная, а точнее душевая. Здесь душ с электрообогревалкой, потому что в Таиланде нет горячего водоснабжения. Соответственно, полочка здесь вот всякие вот эти вот приблуды. Не смотрите, тоже. Здесь есть штучка для хранения. Вот такая вот вещь. Соответственно, очень удобный шкафчик для всего всякого. И теперь, собственно, моя студия. Стол, диван, кровать, рабочее пространство для меня, телевизор. Здесь здесь висят всякие мои маленькие цели, которые я буду достигать, я надеюсь. И здесь я еще хочу поставить маленький вьющийся какой-нибудь цветок, а потом его вот здесь вот пустить вот так вот, чтобы он висел. У меня наконец-то появились цветы, потому что в Паттайе я жил с товарищем, который запрещал мне. Хотя в Москве в однокомнатной квартире у меня было больше 130 растений. Я бешеный фанат растений, я обожаю это все.
И здесь мне запрещали, поэтому было очень немножко грустно, но теперь я живу один и могу себе позволить. Мне очень нравится кровать, потому что она высокая. И здесь есть всякие разные вот такие вот, собственно, штучки, куда можно попрятать всякий бардак. Вот, там тоже, собственно, открывается. Ну и, безусловно, спать вот с таким вот видом, ой, это очень-очень кайфово. Я просыпаюсь, смотрю в окно, засыпаю под виды ночного города. Короче, очень прикольно. Кондиционер. Что мне еще больше всего нравится, что он не дует прям в лицо. В основном, если это студия, например, как это было всегда в Паттайе, вот так вот кровать, сразу над ним где-нибудь кондиционер, и тебе все прям в лицо всю ночь дует. Здесь очень продумано, что если вот так вот провести линию, то она, собственно, затрагивает только, наверное, вот так вот половинку чуть-чуть, даже четвертинку кровати, поэтому я в целом сплю в основном на вот той половине, ну или точнее как-нибудь вот так, вот так. Один раз я проснулся вообще головой сюда, вот, поэтому нормально, мне нравится. И теперь маленький балкон. Маленький балкон, собственно, мой друг номер 2. Превосходное растение, которому не нужна земля. Ну и все. Пойдемте, я вам покажу. Это был кондиционер. Но если вы видели мое предыдущее видео про поверье, если бы это нагадила птичка, то это было бы к неудаче. А еще моя любимая полочка с моими БАДами. Я бешеный фанат продукции Coral Club. Я ее ем уже 12 лет, наверное. Самая лучшая программа очистки, лучший детокс в мире, который я когда-либо пробовал. И очень крутые продукты для всего. Для иммунитета кора муравьиного дерева. Лучший в мире антиоксидант. Я прям обожаю его, потому что он придает тебе энергии, сил и прочих шалостей. Кстати, все ссылки всегда есть у меня в описании, поэтому если вдруг кому-то интересно, welcome. Ну что ж, а пойдемте теперь смотреть общественные места, которых тут, кстати, 3, 4 или 5. Не помню. Здесь есть коворкинг, здесь есть зал, и здесь есть roof garden, то есть садик на крыше, где можно, кстати, бегать по кругу. И тут есть garbage room. Пора в путешествие. Узнай в приложении Aviasales, куда можно. Если говорить про зал, то здесь, собственно, в целом, наверное, как бы ничего такого особенного нет. Просто вот велоштучки, беговые штучки и всякие гантельки. Ну, так, чисто по лайту, так сказать. И самое прикольное, что здесь есть, естественно, всякие протиралки, и можно взять и даже попить воды. Welcome to Rooftop. Rooftop Garden, или как его там правильно называть. Здесь 9-этажное здание, и, собственно, вот 9 этаж, я живу, получается, на 8-м, а 9 этаж это как раз-таки получается вот такая вот небольшой садик. Здесь можно посидеть спокойно, поработать. Не знаю, насколько спокойно под палящим солнцем, точнее, под ужасной духотой Бангкока в дневное время. Но я думаю, что периодически все-таки можно нормально провести время. Естественно, как бы насладиться видами интересными. Вот. Собственно, вот он такой же вид, как у меня и из... Упал. Как у меня и из окна, примерно такой же. И здесь есть, вот там вот внизу есть еще два
Вот получается вот этот маленький руфтоп, это mail офис и juristic офис, то есть там можно всякие дела причуды совершить с управлением этого комплекса. Вот он, кстати, выглядит вот так вот красивенько. И, собственно, сверху тоже маленький руфтоп вот с этими штучками. И там вот дальше тоже есть очень прикольные места для того, чтобы посидеть. Там даже ночью загораются какие-то неоновые лампочки. В общем, короче, получается, что комплекс такой молодежный, классный, прикольный. Молодежи, правда, тут пока живет немного. И вообще, наверное, одно из самых таких главных вещей, которые мне больше всего понравилось, то, что здесь, по словам juristic, то есть по словам персонала, который здесь работает, заселено всего лишь 10% комплекса. То есть здесь два корпуса, один 8-этажный, они оба 8-этажные, и заселено всего лишь 10%. По-моему, это очень круто, потому что на моем этаже, где я живу, там всего лишь 3 квартиры заселено со мной. То есть я, еще рядом один мальчик, и еще там одна девочка в противоположном конце. По-моему, очень классно. Если говорить о том, сколько эта квартира стоит, как ее найти, что это за проект и так далее, у меня в Таиланде есть друзья, знакомые агенты, которые помогают, собственно, и на русском языке, и на английском, и на тайском, и на любом другом языке, помогают найти нужное жилье на короткий срок, на долгий срок, но, естественно, в основном это от 3 месяцев. Эта квартира, в которой я сейчас живу, стоит 8800 бат в месяц на годовой контракт. Ну и, соответственно, плюс 2 месяца депозита. То есть я, мой оунер этой комнаты, этого квартиры разрешил мне разбить на 2 месяца депозит, то есть за первый месяц я заплатил 17600, и вот сейчас в мае я тоже заплачу 17600 бат. И дальше, соответственно, я буду платить исключительно там 8800, и как только я съеду, если мой контракт закончится, если я съеду раньше, то, естественно, он мне не вернет депозит, если я съеду позже, то, естественно, мне все вернется. А вообще с квартирой в этом проекте была очень интересная история. Как только я переехал в Бангкок, я изначально написал своему агенту, чтобы она мне поискала, она мне прислала несколько вариантов, говорит, все, класс, в понедельник смотрим, во вторник платишь депозит, в среду заезжаем. Я говорю, круто, класс, давай. И я приехал, соответственно, в пятницу в Бангкок, а это, чтобы вы все понимали, это все Новый год, тайский Новый год, Санкран. И, соответственно, здесь многие не работают почти неделю, а то и 1,5 недели. То есть некоторые там холидейсы на 10 дней бывают. И, соответственно, в понедельник я посмотрел квартиру, все классно, она была в этом же проекте, но на 3-м этаже, и вид был, соответственно, другой. Вид был на другую сторону, на парковку, то есть такой себе, не очень. Я говорю, окей, классно, мне нравится в целом. Она была немножко дешевле, 8500. Вообще изначально было 8000, но потом оунер изменил свое мнение и сказал 8500 давайте. Ну ладно, хрен бы с ним. Во вторник с утра я просыпаюсь, уже готовый, все, сегодня перевожу денежку, они убираются, в среду заезжаю. И во вторник с утра мне мой агент пишет bad news. Оунер поменял свое мышление, и теперь ты можешь заехать в эту квартиру только после 20 числа. Я говорю, классно, но мне это нахер не надо. Потому что я приехал сюда и остановился у друга на пару дней. Я не могу у него остановиться на 10 дней, это же ужасно. И, соответственно, они мне помогли очень быстро найти в этом же проекте другую квартиру уже с иностранцем, оунером, а с тайцем. И он прям во вторник, она мне в 12 часов позвонила, говорит, все, класс, есть квартира в этом же проекте, высший этаж, другой вид, класс. И в итоге квартира оказалась гораздо лучше. Она оказалась именно в корпусе со всеми общественными местами. То есть вот с этим вот садом, с залом, с коворкингом, совсем. И высший этаж, 8-й этаж, последний. Дальше только руфтоп. И лучший вид. Сами видели,
тут, то есть лучше на город смотреть, чем на тупую парковку. Все, во вторник приехал, заплатил депозит, в среду с утра заехал. Так что вот такие у меня классные ребята. Если нужно, ссылочка будет внизу. Просто вы там оставляете, что вам надо, какая квартира и так далее. Я просто эти данные отправляю своим друзьям, и они уже с вами свяжутся и подберут вам лучший дом в Таиланде. Друзья мои, надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте задавать вопросы, не забывайте ставить лайки и комментировать это видео, подписываться. Ваши комментарии и лайки помогают, мало того, что они мотивируют меня, и я вам за это все огромное благодарен, так они еще и помогают, собственно, видео продвигаться по Ютубу, скажем так. Не забывайте, пожалуйста, что у меня есть телеграм-канал, где я периодически делюсь всякой информацией в письменном виде. Спасибо вам и хорошего дня!